Дорогой друг, ты на канале Космигеймер, меня зовут Евгений, сегодня мы продолжаем играть в игру Stationers, выживаем на Марсе, вторая серия. План на эту серию — укрепить энергоснабжение базы, немножечко укрепить, и сделать фитолампу. Побежали! У нас тут дверка делалась. Укрепить фитолампу, укрепить снабжение базы и сделать фитолампу. На фитолампу у нас не хватает, наверное, электрума. Что у нас тут имеется? Да, чуть-чуть схватить чего-нибудь полезного. Ну-ка. Каждый раз, когда ты выходишь, у тебя меняется раскладка, и все переставляется местами. Ладно. На электром нам надо немножко серебра. Вот так вот его оставлю, чтобы видно было. Кстати, вот это никель я бы взял. Он, конечно, мне сейчас не очень надо. Но, как бы, я его вижу, его так хочется взять. Все, закончился. Да не, навряд ли он закончился. Тут еще должно быть. Он серым светится. Ладно, 98 кусочков. Граммов хватит. Хватит. Надо золото найти немножко. Пока солнце не село. Вон оно блестит. Надеюсь, золото. Да. Ставлю на потом, докопаю. Солнышко садится. Чуть-чуть кремния еще. Что там по батарейке? 33% осталось, а вот эти надо позаряжать. Что у нас в печке? В печке у нас много газа в печке.
15 серебра давай тогда в печку отправим. И 15 золота. И спустим давление из печи. Нам надо принтер электроники для фитолампы. Ну вот пусть изготавливает. Я надеюсь, мне хватит заряда батареи на принтер электроники. Электром сварился. Я так не попаду, да? Ну пусть пока сварился электром, мы сварим еще просто золото. Просто кремний. Ну нормально, нормально. Хватает электричества. Сейчас все упирается в принтер электроники. Все остальное есть. Так. Чтобы принтер электроники собрать, нам надо пару пластиковых листов. И пару обычных листов железных. Ну и кабели, конечно. Куда же без них. Все, хватит, хватит. Поехали в принтер электроники. Фитолампа. 1 штука. Я нагрею помещение внутри, чтобы температура поднялась. Так, и пока мы тут по фитолампу думаем, нам надо еще датчик. Укрепим электроснабжение базы.
Датчик. Еще компьютер стрим. Интересно, хватит мне на компьютер электричества? Нет, не хватит. Так, поставим. Я, конечно, замахнулся на компьютер. Можно было без него. Ну, по времени, сколько я буду с чипами возиться. Это, наверное, столько же, сколько я буду с компьютером возиться. Чип памяти. Программатор мне надо еще. Мне кажется, по времени, сколько я буду ковыряться. Все, батарейка сели. Столько буду. Программатор. На процессор мне как раз вот есть припой, электрум, сталь и золото. Комп, программатор, чип памяти, сам процессор. И мы улучшим электроснабжение базы и запрограммируем фитолампу. Сразу двух зайцев. Двух зайцев одним временем. Но не убьем, а победим. Потому что зайцев убивать не надо. Кажется, один лоток могу сделать гидропонный. Что у нас батарейка полностью села? 11% осталось. Но вот это вот не очень хорошо. Надо еще сделать проводку. И надо нам сделать еще хотя бы пару лоточков гидропонных. Но это будет потом. Сейчас мы упираемся в электрику. И упираемся в нее неудобно.
Поехали укреплять нашу электрическую ситуацию. Датчик надо... Ух ты, какие есть проводки здесь интересные. Я не знал. Буду знать. Датчик нам нужно подключить к электроснабжению. Есть? Есть. Я думаю, вот эту батареечку он поставить. X. Первый раз у нас солнышко вышло, то мы тогда сделаем... Так вот. — 77 градусов нагрели. Прилично. Прилично. Очень даже прилично нагрето. Так, что мы делаем? Нам надо сначала отключить хост, чтобы он не качал ничего через фильтр. Для этого нам надо к хосту присоединиться. Отключили хост. Теперь нам надо что сделать? Нам надо получить датчик. Датчик, вот этот световой датчик. Это у нас Daylight Sensor. Хэшик его получить. Текс. Дальше надо панельку солнечную получить. Ну, я с это делал, надо вспомнить. Тут есть на 1.5, ничего себе, как технологии развиваются. Structure Solar Panel Dual, вот это нам надо. Хэшик ее получить. Solar Panel Dual. Сейчас мы завернем солнечную панель, чтобы она ходила за солнышком, и мы укрепим нам электроснабжение на базе. Теперь нам надо записать в солнечную панель что? В солнечную панель нам надо записать горизонталь. Где ее взять? С сенсора. Так, записали. Load Batcher 15. Хэш датчика. Горизонталь сумма. Записали в минус бла-бла-бла. Хэш солнечной панели. Горизонталь из R15. Считали, записали. Отлично. Теперь вертикаль.
Тоже с солнечного сенсора возьмем. Только возьмем мы теперь не вертикаль, а угол. Записали. Без ошибок записали. Теперь совместим угол Солнца с углом датчика. Ага. Ну, еще одну вещь сделаем. Узнаем, у нас сейчас солнышко есть или нету. На сенсоре, по-моему, Activate параметр такой. Да, есть такой параметр. Ну, если бы не было параметра, была бы ошибка. Так, а теперь если... Что такое Activate? То пусть так и будет. Значит так, если у нас активно солнышко, мы тогда пишем горизонталь с датчика, а если не активно, будем на 90 градусов ставить горизонталь, чтобы он поворачивался к солнцу. Вдруг электрика закончится. То же самое с вертикалью. Если активно, записываем, а если не активно, ставим 15. 15 солнечной панели это минимум, так что она ниже не опустится. Ну и у нас тут лимиты есть на длину строк, поэтому придется вот так повыносить. Все, солнце мы укрепили. По фитолампе будет сложнее, поэтому сначала настроим, а потом будем фитолампу программировать. Идем включим, посмотрим. 73 градуса, классно. Так, не активен, не активен. То есть два маленьких сигнальных огня нам 73 градуса до 73 градусов нагрели помещение. Или 3 огня, сколько я там пихал. Так, солнечная панель, ты крутишься? Она не крутится, она не подсоединена. У нас нет на нее кабеля. Кабели. Сейчас будут кабели. Вот она выровнялась на солнце. Отлично. Теперь дает 99% эффективности, почти 100 и 500 ватт энергии за тик. Класс. 550 ватт. Стало у нас вот все поэффективнее. Отлично. Теперь пойдем, наверное, копнем сейчас железяку. Сделаем себе еще одну гидропонный лоток, еще один хотя бы. Я прям тут накопаю железо. Там, по-моему, 10 железа не хватало на гидропонный лоток. Я вот думаю, нам их 3 штучки хватит для начала. Картофельных семян у нас 3. Температура у нас там, правда, 70 градусов, можно кашу варить. Меня только скафандр спасает от такой температуры. Значит, будем балансировать. Но мне и нужна высокая температура, я хотел воду остудить. Вернее, разогреть, растопить. Воду еще нужно найти пойти. Просто в том, где она.
Может так статься, что медь закончится. Поэтому, раз уж я на нее вышел на медь, надо ей немножко себе нагребти. Кабели я делал, значит медь будет заканчиваться. Так, стоп, это кремний. Кремний мне сейчас не надо. Ну как, он надо, но... Вода, где вода? Солнце, ну оно в зените, конечно. Вот вода блестит. Ну, отлично. Воды набрал, миди набрал, железо набрал. Никель можно будет реализовать. Панель солнечная со солнышком следит. Когда солнышко зайдет, она станет на стартовую позицию. И если даже у меня сядет все батарейки на базе, то солнечная панель не нужно будет доворачивать. Она будет там, где нужно. Это все отлично. Это все прекрасно. Так, это надо спустить. Пока оно спускается, что мы сделаем? Ну давай мы железо поплавим. Железо мы дегазировали. Конечно, оно не поплавилось, оно просто дегазировалось. Ну это ладно. Это хорошо. Печка у нас сейчас прям в идеальном состоянии, чтобы сделать сплавы. Сорок восемь. Просто надо немножко разгрузиться. Все равно это делать нужно.
Нужно получить высокую температуру и хорошее давление. Температуру мы получили, а давления нет. Тогда будем повышать давление и снижать температуру. Аккуратненько будем добавлять горючее вещество. Вот сейчас, по-моему, идеальная температура и давление как раз для инвара. Да, вот он и пошел. Пошел инвар. Можно даже печку не закрывать. Есть инвар. Ну и константан мы сплавим. Заодно реализовали никель. Чуть-чуть поднимем давление. И вот и константан. Блядь, скидывает. Прям аж выпуливает. Зачем выпуливаешь? Не надо так делать. Бля, скидывает, скидывает. С большой скоростью выбрасывает. Я тогда забыл закрыть. Все. Че не разбросал больше? Вроде бы нет. Короче, вот так делать нельзя. Разбрасывает аж бегом. Надо пару гидропонных лотков.
принципе, и все. Остальное можно скинуть в принтер электроники. И пока мы будем возиться с гидропоникой, она нам сварит какой-нибудь улучшатель для самого принтера электроники. Надеюсь, если хватит. Хватит, вопрос, что с электричеством. Ну, батарея заряжена почти полностью. Что пусть изготавливает. Сюда его скинет. X, что нам надо? Для начала зайти в эту парилку. Это мы сюда поставим. Тут надо еще электрику подсоединить. Фитолампа сама себя программировать не будет. Где у нас тут ближайший выход электросети? Так, или вот здесь вот в стене у меня он есть. Кстати, да, у меня же здесь в стенке есть. Еще вот этот вот надо танк-фил сюда подключить. К электрике. Как раз аккурат проводочки закончились. Угу. Вот это вот лоток надо тоже подключить в розетку. У него там есть пыптик. Пойдет. Ну что, 84 градуса. Сделаем вот так. Или не будем делать так? Да, посмотрим. Ладно, поехали тогда воду растапливать. Подержим в руке водичку. Подержали. Сейчас во все вентиляции поналивается, да? — 55 градусов, да, температура резко падает. За давлением надо смотреть. Хорошо, водичка наливается. Откуда газ? А газ находится вот в этом льде, который я топлю. В нем есть вода и азот. Вот, собственно, азот нам наливает набивает нам давление, потому что наполняется азотом помещение. Если мы посмотрим куда-нибудь с батареечкой, то у нас тут получается что? 18% азота и 13% кислорода. Не очень хорошо, конечно. Ну и вода. То есть у нас процент кислорода упал, потому что у нас здесь воды 65% сейчас в комнате. Ну что, хватит купаться, плавать. Вот воду нужно собрать. Еще ее надо повынимать из труб. Из всех труб воду нужно позабирать. Потому что она поналивалась, уж поверьте мне, везде. Так. Ну. Теперь пузырьки. Че, ты не соберешь мне всю воду? Эй. Да, собрал, был. Все, нет в помещении воды. Все высосал.
Ну, вода есть теперь вон там, в гидропонках. 23 литра, 11 литров. Не знаю, почему разный литраж показывает. Наверное, потому что... Короче говоря, гидропоники, они есть. Емкости для хранения жидкости. Теперь возвращаем на место трубы. И вентиляции. Жидкость у нас есть, лампа у нас включается. Есть чип памяти. Попьем водички. Можно открывать шлем, нельзя. А ну-ка, сколько здесь? Ну, 39% кислорода нам теперь хватит. Так, попьем водички. И сожрем батончик. Воды я, конечно, напился немного, но еще попьем. Батончик можно сожрать. — 23 градуса в комнате. Фальшфеля здесь больше не зажигаем. Вода тоже 23 градуса, скорее всего. Да, там есть немного газа. Ну, в общем, не страшно. Пойдем запрограммируем теперь это все счастье. Что ты, улучшитель сделал, не сделал? А, я там проводку дергал, поэтому улучшатель не сделал. Прервался, скорее всего. Ладно, это все классно. Теперь нам надо сделать что? У нас есть еще... Что у нас еще есть? Нам надо считать слоты. Делается. Нам слоты надо считать вот отсюда и вот отсюда. Так, на нулевой пин я повесил гидропонку, а на первый пин баллон. Тогда у нас тут будет гидропонка на первом, на нулевом точнее, пине. А тут будет баллон на первом. Теперь self-mod мы забираем в автоматику. И смотрим на танк. Давление в танке, если меньше 7000, то вот так вот надо сделать. Когда мы его включаем, а если нет, выключаем. И нам еще надо посмотреть, а есть ли вообще баллон. А если там баллон, это что у нас такое? Нулевой индекс. И что мы можем посмотреть здесь? Здесь у нас есть, кстати, вот оккупант хэш. Нам вот это надо. Лот слот, да? Так, теперь смотрим и оккупант хэш.
Ну, нам, в принципе, оккупант хэш достаточно сейчас просто знать, что он есть. А что у нас тут? Нет такого, да? Не умеет он null. Ладно. Давай не 0 посмотрим. Тогда можно вот это убрать. Все, теперь будет включаться, если мы баллон вставили. Теперь вторая задача, это у нас там что? Гидропонка и лампочка. Лампочка. Хэшик лампочки нужен. И мы в лампочку будем писать, значит, на включение. Такая ситуация. Что мы пишем на включение? Если у нас в слоте гидропонки что-то есть. А что там может быть? Гидропонки. В слоте 0 может быть растение. Угу. Ну пусть, допустим, оккупит. Хорошо, оккупит у нас не 0. Или даже лучше так вот делать 1. И нам нужен какой-то счетчик. Чек памяти. Нам нужен какой-то каунт. Каунт, который будет делиться на сколько там? У картошки сколько? Потата. День 5 минут, ночь 3:20. Ага. 5 минут и 3:20. И остаток отделения, допустим, меньше, чем 3:20. Перечитываю логику. Лампочку включаю, если слот с гидропоникой чем-то занят. И на счетчике у нас сейчас день. Вроде бы логично. Теперь быстренько пересчитываем. 5 минут 300 секунд. 3 минуты 180 секунд. 20 секунд 200 секунд получается. 300 и 200 получаем 500. В тиках это 1000. Так, теперь 3 минуты и 20 секунд это 400 тиков. Теперь сам каунт. Каунт это у нас будет вот это вот logic memory. Куда? Logic memory это setting. Имеет там такое свойство, которое можно записывать. Это у нас тут setting. А next у нас будет, если... Даже не если, а пока давай так. Load batched memory setting.
Что у нас получилось? Мы читаем текущий счетчик из memory, потом записываем его же в себя в memory +1. Так. Потом мы этот +1 счетчик используем. И вот если у нас картошки нет, то счетчик надо сбрасывать. Теперь у нас, если картошки нет, картошка есть, будем писать next, если картошки нет, будем писать 0. Счетчик сбросили. Пойдем проверим, чего я понаписывал. Ты изготовишь? 8%. В принципе, да, он изготовит. Я переключил, а я куда-то его так вот переключаю. Не ругается, не ругается. Счетчик крутится, счетчик не крутится. Почему счетчик не крутится? Logic Memory я взял. Структура. Оккупант хэш я читаю. Я тут не сделал одну важную вещь. Я не пропустил системные тики. Может быть, из-за них. Давай смотреть. Память, данные, кабель. Подключен прямой, соединение есть, данные есть, но там пусто, да? Я так не доберусь. Ну да, потому что картошки нет. Логично. Логично. Давай еще проверим баллон. Критический уровень воздуха в резервуаре. Угу. Сам набирает? Набирает. Можем немножко добавить кислородика в комнату. Чтобы было с чего набирать. 5-6. Ну, должен сам выключиться, как будет 7 килопаскалей. Если не выключится, значит я логику написал неправильно. Отлично, выключился. Все нормально. И не активен. Теперь лампа. Она должна выключиться, потому что у меня в гидропонике ничего не растет. Да, выключается. Память 0. Ну что, где картошка? 20 градусов сейчас. О, лампа включилась. Ну все, высаживаем. Все, картошку мы высадили. Через примерно 50-55 минут у нас будет картошка. Это будет в конце следующей серии. А сейчас у нас серия подошла к концу. Мы выполнили задачу. Мы посадили картошку, запрограммировали лампу и укрепили систему электроснабжения. Таким образом, что у нас солнце теперь всегда, когда находится над поверхностью здесь, с нашей стороны планеты, наша солнечная панель за ним следит и является максимально эффективной. Все, пойдем в следующую серию. Увидимся. Пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться, если смотрите без подписки, и обязательно писать комментарии. Благодаря комментариям я лучше понимаю, чего вы ожидаете и что я делаю так или не так. А еще я очень рад пообщаться со своими подписчиками. Пока!